Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, усаживайтесь поудобнее. В наших видео есть много интересной и полезной информации. Мы по традиции просим вас нажать на колокольчик, нажать кнопку «Поделиться», пересылать это видео всем своим друзьям и знакомым мужчинам, знакомым женщинам. Тема сегодняшнего видео – 8 основных преимуществ реализации своих планов. На этот вопрос мы ответим сквозь призму колеса жизненного баланса. И для тех, кто о колесе жизненного баланса Long Swim слышит первый раз, я вкратце расскажу, что такое колесо жизненного баланса. Колесо жизненного баланса представляет собой круг, который разделен на 8 частей. Эти 8 частей отражают все сферы нашей жизни. И эти 8 частей позволяют нам в своей жизни ставить свои планы, которые нужны только вам. И достижение этих планов, безусловно, вашу жизнь улучшает по всем параметрам. По параметрам эмоциональным, по параметрам рациональным. В целом, если вы используете в своей жизни колесо жизненного баланса, вы начинаете замечать, что вы равномерно распределяете свое время между своими 8 сферами, и это в целом очень положительно влияет. Это видео войдет в плейлист «Март», и плейлист «Март», он отражает наши первые попытки в первом квартале достичь запланированных целей. То есть все в колесе жизненного баланса надо предварительно запланировать. Кто-то планирует не четко, кто-то планирует очень хорошо и подробно. Это все варианты планирования. Задача колеса жизненного баланса, чтобы ваши планы в течение года были приведены в реальность. При этом вы в оптимистическом сценарии не должны потратить много сил и энергии. В идеале вы должны приобрести новых друзей и единомышленников. В идеале вы должны больше радоваться жизни. Вот такая миссия колеса жизненного баланса – это профессиональное долголетие и личное долголетие. Тема сегодняшнего видео – 8 основных преимуществ реализации своих планов. Как правило, если мы в своей жизни ставим свои очень нужные нам конкретные планы, мы идем к их достижению с пониманием того, что это нужно лично вам. Забота о себе – это тоже забота о людях. Вы такой же полноценный, счастливый человек. Если вы в своей жизни любите помогать другим людям, это замечательное ваше качество. Но если вы что-то делаете для себя, это ваше замечательное качество помогать людям уже обращено вовнутрь, то есть вы помогаете сами себе. Давайте посмотрим 8 основных преимуществ реализации своих планов. И по традиции мы это все разберем сквозь призму сфер жизни колеса жизненного баланса. И по традиции мы начинаем со сферы яркость жизни. В чем основное преимущество реализации своих планов в сфере яркости жизни? В сфере яркости жизни основной приоритет на то, чтобы вы правильно распределяли свое время и у вас был баланс между работать и отдыхать. Если вы работаете насыщенно, любите вот такой вот насыщенный день, насыщенную неделю, вам не очень понятно, зачем вам отдыхать. Вам кажется, что ваших сил хватает на многие-многие дела. Но колесо жизненного баланса говорит о том, что в принципе-то ничего страшного не случится, если вы немножко будете думать о своем отдыхе, о своем полноценном сне, о том, чтобы сон этот был глубокий, крепкий, чтобы утром вы просыпались с состоянием уверенное в себе, а вечером засыпали с состоянием довольны собой. Наше видео больше посвящено женщинам, потому что для мужчин в наших видео все понятно. Мужчины любят конкретику. Есть такие-то рекомендации, мы это все делаем, а получается хорошо, не получается, ничего страшного не происходит. Поэтому я обращаюсь больше к женщинам. Смело ставьте свои планы, связанные с вашим отдыхом. Когда вы себя почувствуете отдохнувшей, наполненной энергией, то вы на свои планы смотрите сквозь призму, их легко, с легкостью можно реализовать. Поэтому
Первое, основное преимущество колеса жизненного баланса: мы не забываем о своем отдыхе, мы не забываем о своих источниках вдохновения, и это все сфера, яркость жизни. Переходим к следующей сфере. Следующая сфера – это духовный рост и творчество. И здесь задача в сфере духовного роста и творчества – это заботиться о своих жизненных принципах, заботиться о своем хобби. И основная миссия сферы духовный рост и творчества – не дать вам прийти к полному эмоциональному выгоранию. А это возможно только тогда, когда вы можете уделить достаточное время своему любимому занятию, любимому хобби. То есть то, что вам нравится делать, то, что вас вдохновляет, то, что вас наполняет энергией. Это второе преимущество реализации своих планов, то есть занимайтесь больше любимыми делами, и эти любимые дела у нас сконцентрированы в сфере духовный рост и творчество. Третье преимущество, которое мы можем заявить от реализации своих планов, это реализация планов в сфере карьера и бизнес. Сфера карьера и бизнес начинается с нашего простого профессионального пути. Это состояние 0,4, то есть мы получаем первые профессиональные навыки, мы ищем наставника, мы ищем, каким экспертом мы хотим стать. И вот это вот третье основное преимущество – это всегда регулярно рассматривать возможность создания собственного бизнеса. А создание собственного бизнеса – это в 80% случаев, пользуясь законом Парето, 80% случаев мы это планируем, и 20% случаев, если мы понимаем, что есть внутренняя уверенность в том, что бизнес можно попробовать, его надо попробовать. В любом случае вы получаете реализацию своих намерений. Если это намерение вдруг быстро монетизировалось, вы получаете стабильный бизнес. Если не получилось, тогда мы получаем в своем окружении больше единомышленников, которые поддержали наш проект, которые реально участвовали в нашем проекте. Единомышленники – это всегда очень достойное приобретение, и поэтому третье преимущество наших планов – реализация наших планов ведет к тому, что у нас появляются единомышленники. Рассматриваем четвертое преимущество реализации своих планов, и мы плавно перемещаемся в сферу деньги. В сфере денег реализация своих планов ведет к тому, что мы то, что имеем в своем распоряжении, смогли сберечь. Первая функция сферы денег – это реализация планов, позволяет нам сохранить то, что у нас есть наработанное, в том числе и деньги. И у нас есть робкие, сначала неуверенные попытки приумножить наше накопленное, в том числе и деньги, опыт. То есть деньги – это то, что осязаемое, то, что легко подлежит обмену. У нас еще есть такое понятие, как опыт, а опыт опирается на нашу репутацию. Репутация – это один из сильных нематериальных активов, поэтому мы в колесе жизненного баланса постоянно рекомендуем вам работать над своей репутацией, используя экспертов. Они вам могут подсказать, какие шаги предпринять для того, чтобы ваша репутация была высокой как среди коллег, так и среди людей, которые вас знают чуть-чуть или понаслышке. Переходим к пятому преимуществу колеса жизненного баланса в реализации своих планов. Реализация своих планов, она требует искать и инсайты, в том числе и в других каких-то моментах. Итак, дорогие друзья, переходим к следующему преимуществу в реализации своих планов и рассматриваем сферу личностного роста. В сфере личностного роста мы всегда ищем инсайты. Когда мы слушаем теоретическую часть и пытаемся перейти к практической части, мы всегда ищем инсайты. Что такое инсайт? Инсайт – это такое вот яркое озарение, когда вы понимаете, что если я буду вот делать так, то это облегчит как бы и сам процесс, и я к цели приду более коротким, более надежным путем, и поэтому самое главное вот это вот яркое озарение – это наше умение
из полученной информации извлекать пользу, на полученную теоретическую информацию смотреть через призму того, что если я что-то буду пробовать из полученной информации использовать в своей повседневной жизни, в своей профессиональной жизни, то полученный результат, если мне понравится, он принесет мне какую-то монетизацию, к счастью или к сожалению, но вот именно монетизация является основным критерием ценности знаний. И плавно переходим к сфере здоровья и спорт. Это наше уже шестое преимущество реализации своих планов. И в сфере здоровья и спорт мы получаем как бы две большие положительные, эмоциональные переживания. Классные эмоциональные переживания мы в этой сфере получаем. Эти переживания заключаются в том, что мы очень довольны своим физическим состоянием, то есть мы переполнены своей энергией, потому что мы регулярно уделяем внимание себе через спорт. Мы понимаем возможности своего организма, потому что наши любимые эксперты в сфере здоровья, наши врачи дают нам обратную связь, в каком состоянии находится наш организм. И когда вы узнаете всю достоверную информацию, вы предпринимаете шаги, которые укрепляют ваше здоровье. Те, кто находится в состоянии 0,4, они больше ориентируются на популярности видов спорта. Люди в состоянии 4-8, они выбирают занятия спортом, которые соответствуют их внутренним духовным ценностям и прочим моментам. И тот способ и второй способ, то есть рациональный и нерациональный, они все равно ведут к нашей замечательной цели. Мы в итоге получаем наполненность энергией, именно физическое тело дает нам внутреннее ощущение, что мы со своими планами справимся легко и не будем подходить к стадии физического выгорания. Следующее, седьмое преимущество, я бы назвал его одним из самых главных. Реализация собственных планов в сфере друзья и окружение, она ведет к тому, что мы среди своих друзей и окружения получаем огромное количество людей, которые разделяют наши взгляды, и реализация какой-то совместной деятельности, пускай даже краткосрочной, когда мы со своими друзьями что-то делаем в течение дня, а еще лучше, когда мы что-то совместно делаем в течение месяца, оно создает такую вот крепкую эмоциональную связь, такой вот невидимый фронт поддержки. Все мы люди. Сфера друзья и окружения относится к эмоциональной сфере колеса жизненного баланса, и мы получаем поддержку в виде эмоций. И поскольку мы все люди умные, интеллигентные, решительные, эмоциональная поддержка нам дает дополнительный, так сказать, толчок, ускорение, турбонаддув в нашей деятельности. И люди в состоянии 0,4, они очень сильно нуждаются в эмоциональной поддержке своего окружения. Люди в состоянии 4-8 больше стараются заходить в какие-то долгосрочные совместные контракты, а люди в состоянии 8-10, они умеют у людей состояния 0,4-4,8 организовать таким образом, чтобы в первую очередь решались и их запланированные дела, а потом эти дела несли благо обществу, в котором они находятся. В этом утверждении нет ничего такого плохого. Люди в состоянии 8-10, они с одинаковой успешностью могут реализовывать и свои планы, объединяя людей вокруг своей идеи. С таким же успехом они могут нести какие-то грандиозные проекты в сообщество, кардинально улучшая сообщество, окружающий мир вокруг них. Поэтому мы в своих видео «Колеса жизненного баланса» настоятельно вам рекомендуем пробовать проекты, уметь их формулировать, реализовывать так, чтобы ваш окружающий мир был более удобным, дружелюбным для вас, чтобы вы росли в доброжелательной атмосфере, созидательной атмосфере, чтобы ваши планы были очень грандиозными. И, к счастью, я вам очень сильно желаю, чтобы они выходили за рамки той страны, в
которой вы живете. 8-е основное преимущество реализации своих планов. Мы плавно переходим к сфере отношения и семья. Совместные планы очень сильно укрепляют отношения. Вы уже учитесь через совместные планы и реализацию совместных планов уменьшать количество противоречий. Вы умеете в создавшейся неблагоприятной или благоприятной обстановке объединить усилия для того, чтобы совместно решить эту задачу. И основное преимущество колеса жизненного баланса — сначала разобраться со своими пожеланиями, сначала разобраться со своими планами, научиться реализовывать свои планы, а потом, когда вы уже через 5-6 месяцев уверенность получите в реализации своих планов, можете со своим любимым человеком, любимым мужчиной, любимой женщиной реализовывать совместные планы. Они пойдут уже намного легче, они пойдут уже намного интереснее, потому что вы знаете, какие инструменты вы используете в достижении своих планов. Вы понимаете, что если ваш любимый человек, любимый мужчина, любимая женщина предложат какие-то свои инструменты, которые для них являются любимыми, вы не будете сильно возражать, потому что у вас основной приоритет идет на достижение цели. Итак, кратко подводим итоги сегодняшнего видео. Тема сегодняшнего видео – 8 основных преимуществ реализации своих планов. Я постарался в этом видео в каждой сфере указать какое-то одно основное преимущество, которое связано именно с этой сферой. У кого есть какие-то дополнения, пожелания, пожалуйста, пишите в комментариях. Наше видео построено по принципу интерактивности. Если у вас есть своя история успеха или есть у вас желание рассказать об истории успеха своих друзей, знакомых, окружения, любимого мужчины, любимой женщины, пожалуйста, пишите в комментариях. Пускай завязывается дискуссия. Мы постараемся вас поддержать, выпустив отдельное видео по вашему сюжету. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. У вас все получится, я в вас верю.